Переходим к вопросам Алены. Как простым языком рассказать детям, в чем смысл жизни, нахождения в этой матрице, в этих сдавливающих, тренирующих условиях, чтобы не погасить, а наоборот поддержать их энтузиазм? Я бы предложил обратиться к личному опыту Алены, значит, и спросить ее, как тебе удается выживать в столь паскудных условиях, значит, меняя работу, меняя адреса, место жительства, меняя специализацию свою, и в то же время сохранять хороший внешний вид, значит, улыбку и никогда не сдаваться, а наоборот. Вот пусть она ответит уважаемому собранию, значит. Аленка, ответишь уважаемому собранию? Или ты после того, как, значит, это самое, как Собчак тебя возненавидела, все, тоже зазвездилась? Кажется, детей ничего не давит. Это ее личное. Да, вот мне тут подсказывают, что кажется, что детей ничего не давит. Это личное Аленкино давление. Потому что детям им не давит. Слушайте, я вспоминаю себя. Я ездил в пионерские лагеря, когда стал постарше, там, в спортивные лагеря, да, до 4 класса вольготно, ну и чуть позже, шлялся с друзьями во дворе, мы там играли все время. Потом на спорт пошел. Мне и там было весело, и в школе хорошо учиться. Меня вообще ничего не давило. Я не знаю, что кого-то давит, что ли? Я с тех пор радуюсь и с удовольствием вспоминаю про эти годы. Ты сама, кстати, мне говорила, помнишь, как с гаражей прыгала? Все нормальные дети прыгали с гаражей, потому что тогда гаражи стояли в дворах, да, там на дерево забирались, на гараж, там потом с гаража прыгали. Вот, нормально было. Алена удовлетворена ответом? Удовлетворена. Пойдешь Дальше прыгать с гаражей, чтобы этот незакрытый гештальт. Так, как отлипнуть от гаджетов, начать жить реальной жизнью, как детям, так и взрослым? И в продолжение, как Гаррет справляется с гигантскими объемами информации, которые сыпятся из инфополя? Очень, Ограничивает ли использование гаджетов? Сколько очень, времени ему уделяет в день? И Леся еще спрашивает в дополнение, а как Гаррет отдыхает? это запросто. Давайте про детей сначала начнем. Дело все в том, что вы никак их не ограничите, потому что если есть такой опыт, то они все равно его соберут. Другой вопрос, что надо смотреть, что они делают в гаджете, да, что они делают в компьютере или в телефоне. И пытаться, если они тупо играют в какие-то игры дурацкие, да, пытаться показать им, что в интернете есть много всего интересного, на что можно было их потихонечку переключать, чтобы они, ну, игроманами не становились. Вот. Это то, что касается детей. Но тут раз на раз не приходится, у кого-то получится, а кто-то пришел такие опыты собирать. А теперь, что касается большого объема информации, мы уже, по-моему, с Надей это обсуждали на какой-то очной встрече. Есть такое понятие, как сингулярность, да? Давайте я еще раз пробегусь, потому что, может быть, не все слышали, я просто не помню, мы выкладывали это или нет. Смотрите, представим себе ученого, да? Как раньше работали ученые. Ученые знал, в любой стране, так сказать, по своей специальности, неважно какая это специальность, что, например, в мире в месяц выходят там 10 серьезных статей по его предмету. И он их, значит, тем или иным образом доставал, как-то пытался, так сказать, разобраться, ну, соотнести свои, значит, деяния с тем, что происходило. Потом количество этих статей стало возрастать. А потом оно возросло до нескольких тысяч в день, да, по данному предмету, из которых не очень понятно, как выделять толковые, да, которые тебе могут помочь, и как выделять всякий спам. Для этого и существует то самое понятие сингулярности. То есть это та точка, которая задана более вышестоящим смыслом, который и определяет вот эту вот область отсечения. Это первое. Второе. Если человек, значит, это я уже не для детей объясняю, для, так сказать, взрослых. Если человек приближается к своей генеральной линии, да, то у него под эту генеральную линию будут соответствующим образом формироваться событийные ряды, по которым ему будут попадать в руки или перед глазами ровно то, что ему полезно, и приходить те люди, которые полезны, а не которые воруют его время или из него там что-то пытаются выкружить. То есть это все по поводу сингулярности, то есть по поводу приведения к точке своих, так сказать, вот этих вот вещей. Вот. Что касается меня, то я стараюсь отсматривать все политические новости, которые ну, проходят ежедневно, да. Слушаю Соловьева, смотрю вечера. Почему? Потому что при всей одиозности этой программы там эксперты, которые приглашаются, они, в принципе, озвучивают основные тренды, которые в стране происходят
И мне достаточно удобно, значит, на скорости 1,5 это все дело, значит, прощелкивать и смотреть, куда, что называется, ветер дует. Вот. Ну, а параллельно с этим, значит, я стараюсь и читать, и смотреть тематические какие-то вещи, и писать что-то. Вот. И на это уходит, как бы, ну, достаточное количество часов в день. Но меня это не особо напрягает. Единственное, что надо, конечно, стараться чередовать это, чтобы гиподинамии не было, чтобы этот сидячий образ жизни не превалировал, и хоть как-то себя взбадривать и хотя бы немножко дружить со спортом. Вот. А отдыхать, ну, не знаю, как бы я, наверное, во сне отдыхаю, хотя там переключения другие происходят, но меня пока, так сказать, это не угнетает. У меня там батарейка в этом плане достаточно большая для того, чтобы еще много лет плодотворно трудиться, так сказать, на ниве познания. Что мы и будем, я надеюсь, сообща делать. То есть не дождутся. Вот так вот, если коротко. Мгм. Как рассказывать детям об искажениях в истории, не встречая сопротивления от взрослых, если это вообще реально? Соленый вопрос. А никак, потому что в любом случае сопротивление от взрослых, которые сидят в какой-то жесткой парадигме, оно будет. Но здесь лучше подводить детей к тому, чтобы они сами задавали вопросы и сами на них отвечали. Просто им надо показывать тот набор фактов, который не бьется, да, и на основании этих фактов они должны приходить к выводам. А не говорить, что им вот такая вот тетя ненормальная что-то рассказала, и, значит, и нет. Нет. Вот факты есть такие-то, есть такие-то, есть такие. Что мы из этого можем? Чтобы они сами домыслили, сами участвовали вот в воссоздании своей истории. Плюс, если это маленький возраст, то у них еще многих память не закрыта, они внутри себя помнят, значит, по поводу чего те или иные события были. Можно их, значит, просить смотреть самих какие-то вещи. Другой вопрос, что их надо предупреждать о том, что так как эта точка зрения является не общепринятой на сегодняшний день в социуме, да, то она может вызвать разные реакции, вплоть до агрессии, да, вплоть до, так сказать, каких-то попыток запретов к чему-то при этом сам. Поэтому об этом они должны быть предупреждены. Почему? Потому что за знание никого никогда по головке не гладили. Наоборот, всех убивали. Ну, в данной жизни хотя бы не всех убивают, и то спасибо. Вот, поэтому я бы вот так вот. То есть, включение детей непосредственно вот в этот вот общепознавательный процесс. Интерпретации хотя бы. Почему? Потому что, еще раз, факты, так сказать, это упрямая вещь. Можно исходить еще из следующего. Многие любят детективы смотреть, да, но я про взрослых сейчас говорю. Дело все в том, что на месте, для того, чтобы препарировать эту историю, туда по-хорошему надо было ко всем тем трудам, которые считаются у них основополагающими, начиная от летописи, да, и заканчивая какими-то, туда надо криминалистов запускать, чтобы они показывали, что все это склейки, что все это переделки, что все это, мало того, можно даже таким образом значит, поступить. Можно взять, загрузить, условно говоря, там, повесть временных лет в искусственный интеллект и посмотреть. Пусть он проанализирует и скажет, какие из каких эти самые дописаны вкладки, значит, где не соответствует действительности, где нарушается связанность повествования и так далее и тому подобное. Сейчас искусственный интеллект вот, можно поставить таким образом на службу. Он прекрасно анализирует, если видит какие-то нестыковки. И мы тут с Женей вчера даже практиковали по этому поводу. Нам стало писать, значит, целые полотна каких-то там посланий, значит, под последним роликом. Искусственный интеллект. Вот. И мне было интересно, мы задали, значит, вопрос о том, является ли это произведением человеческим или искусственного интеллекта, и разложил подробно, почему это искусственный интеллект, значит, кто заказывал, там, какие задания ставились, по каким разведпризнакам это можно выделить и так далее и тому подобное. То есть сейчас вот эту машину можно в таких этих самых в таких вещах использовать, потому что big data вот это, да, вот этот весь объем информации, который человек, допустим, даже не всегда может охватить, он совершенно на раз отщелкивает. Вот. А тогда получается, что если у вас все подложное, если у вас везде рыбу заворачивали и как бы никакого отношения к истории это не имеет, ну давайте тогда посмотрим, а что имеет отношение к истории? Ну, например, как бы я уже рассказывал, мы там сколько, 3 года назад, да, были в Эрмитаже.
нашли там выставку предметов старины, которые были раскопаны в Сибири, на Алтае, еще где-то. Искали, наверное, полчаса, так вот вообще не разобраться, где-то в каком-то заднем крыле, через какие-то подземные переходы и так далее. Стоят эти, значит, выдолбленные в дубах гробы. Ну, такие здоровые дуры, такие как лодки. Размер гроба 6 метров. Никого нет, кто мог бы поотвечать на вопросы. Ну, спрашивается, ну, если человек был 1,5 метра, нахрена ему колотить гроб там 6-метровый, да? Ну, такой простой вопрос, который можно было бы детям задать. Переходим в соседний зал. Там стоят 2 манекена в какой-то псевдославянской одежде, а рядом висит рубаха, значит, которую они... То есть, тела уехали куда-то, ну, в запасеньке, понятно. Висит рубаха из вот этого захоронения. Рубаха 2 метра. Но если рубаха 2 метра, какой человек должен быть? Ну, вот нормальная такая холщовая серая рубаха висит. Как бы... Это же вопрос не к тому, Аленка, что ты, например, что-то рассказал. Это вопрос к самим детям. Представьте себе, дети, как вы считаете, что если вот хоронили в таких вот, ну, какого размера человек должен быть? Ну, и так далее, и тому подобное. Это вот из простого. То есть, их надо стараться, если есть такая возможность, привозить в музеи, как бы, и обращать внимание на то, что могло бы им подсказать, что не все так просто в датском королевстве, не все спокойно. Вопрос про тонкий план. Угу. Как вплетать тонкий план в тему истории? И нужно ли это делать, например, в играх, занятиях для обычных детей, тех, кто не занимается в школе с рождения? Но я думаю, что нужно предупредить как минимум о том, что есть вещи, которые обычному зрению, значит, недоступны, да? Это первое. Второе. Дело все в том, что хочешь ты или не хочешь, даже у многих взрослых сейчас будет потихонечку открываться видение, да, то есть им будут доступны те вещи, которые раньше не показывались. Плюс у многих детей от природы есть это самое тонкое видение. Это же не сумасшествие никакое-то. Почему? Потому что если мы возьмем нескольких человек, они увидят все одно и то же. Это не какие-то навеянные иллюзии, да, потому что они не сговаривались об этом. Так вот, надо их предупредить о том, что это есть, это первое, да. И второе, безотносительно, занимаются они у нас, не занимаются, надо сказать о следующем, что это уже больше ко взрослым, что, товарищи взрослые, вы имеете в виду, что когда это начнет открываться массово, то вы не будете знать, что с этим делать, если вы будете отвергать это. Почему? Потому что эти все вещи будут выходить на поверхность. Как вы себе это объяснять будете, если не будете пользоваться, ну, например, теми знаниями, которые в сегодняшний день доступны? Я не знаю. Вы просто с ума сойдете, если увидите, значит, что на самом деле происходит. А в простом случае можно им показывать «Люди в черном» 1, 2, 3 серию. И пусть они поверят на слово, что когда ты заходишь в метро, например, то это выглядит вот именно так, как там показано. Чего там только нет на людях, облепленных вот разным. Но это же не высосано из пальца. Здесь вообще ничего радикально нового придумать нельзя. Здесь все, что показывается, это все где-то есть. В том или ином виде. Практически близко к тексту, близко к образу. Поэтому никуда не денемся. Вот. Что касается, так сказать, как это объяснять, дело все в том, что тут, понимаешь, само по себе понятие тонкий план, он такое очень общее, но я же вот показывал Кернбаха, да, подавляющее большинство эффектов и явлений, которые относятся там к чудесным каким-то или к тем, которые считаются эзотерическими и так далее, они давно объяснены наукой. Давно объяснены. Просто они не лежат в поле, так сказать, публичного дискурса, да? Их не допускают для того, чтобы люди, значит, ну, не особо сильно погружались в эти штуки, чтобы у них ничего не всплывало из памяти. А так все давно объяснено. Тонкий план, толстый план. Это физика. Тут, как говорится, ничего личного. А первые вот эти штуки, которые показали, я предлагаю всем, адресуйте, кто любит старые сериалы, пусть Star Trek смотрят. 67-го года выпуска американский. Все сезоны. Там показали практически все, что есть в тонком плане. Вот все. Ален, удовлетворена? Не очень. Ну, пусть спросят, я дальше буду удовлетворять. Ну что, у нас же это... Мне кажется, через Кернбах это нормально, Ален. Зайдем. Через Star Trek сложнее, конечно.
Так а что сложнее? Там надо просто брать конкретную серию, показывать эпизод, вырезать из него кусок там 5-минутный, и раз это про вот это, а вот это про вот это, понимаешь? А Это фантастика, скажут не, они. не, подожди. Но у того же Тернбаха это описано со ссылкой, какие институты проводили исследования, на чем это зиждется, чем это мерилось, там, понимаешь? И другие есть вещи. Есть куча патентов. Если кто-то патентоведением, значит, знаком, занимается, то у америкосов куча патентов, у бритишей куча патентов. У нас были патенты, но у нас все это секретят сразу, значит, и никак не дают ходу. А ведь у нас же очень много было изобретателей. У нас вон наследие Бартини до сих пор там лежит под грифом секретно, значит, в конторе. Никак не дают. Причем в основном даже не столько из-за его статей про время, а из-за общефилософских таких. Потому что все боятся, что будет какое-то инакомыслие и что это будет угрожать системе. А на самом деле таким образом просто консервация происходит и все. Тут вопрос еще есть про то, с чем связана такая острая реакция на фестиваль на игру «Истина или ложь», и даны варианты ответов. Но ты вроде отвечал на это выше. Да, очень просто. Дело все в том, что Екатеринбург с незапамятных времен является, значит, рассадником либерализма, значит, и там соответствующие губернаторы были, и Ельцин-центр небезызвестный и так далее. И вся эта поляна жестко пасется. А о том, что там происходит, более подробно будет в одном из ближайших расколов. Вот мы же закатали, и, значит, я там в части касающейся постараюсь немножко рассказать. Поэтому, как только, значит, а город-то насыщен вот этими ботами, поэтому как только происходит несанкционированный выплеск энергии, да, или света, тут же находятся соглядатые, которые, значит, снимают это все дело, отправляют девушки с характерной внешностью. Девушка с характерной внешностью платит бабло, и потом начинает, значит, изрыгать слюну и, значит, топить. Дело все в том, что эта штука, несмотря на, значит, казалось бы, начало, так сказать, ну, и течение войны, да, никуда она не ушла. И они, если кто-то смотрел материалы вот с последнего этого экономического форума, да, ну вот где показывают всех этих ребят сидящих, вот в частности было, когда адвокат Макаров там завтрак у Грефа в этом Сбербанке, посмотрите, это же картинка с выставки. Это вот буржуй на буржуем погоняет. Это вот наше на сегодняшний день классовое общество. Мы сейчас подумаем, какую характеристику дать нашей стране, в которой мы живем. Очень интересно попробовать, ну, дать правильное наименование тому, что, собственно говоря, построено. Что это за модель с точки зрения государственного устройства? Исходя из того, кто в ней рулит, кто принимает решения, как бы, и какое есть расслоение на сегодняшний день имущественное, по правам и так далее и тому подобное. Как эта система работает. Это вообще отдельная песня. Поэтому ничего удивительного, что, так сказать, сразу реагируют. Екатеринбург в этом смысле это вот такая... Что? Я говорю, те, кто пришли-то, реагировали нормально, наоборот, была поддержка. Ну, так естественно, потому что люди соскучились по живому знанию. И, значит, я думаю, что все это будут приветствовать. Но вот эта старая система, отжившая, да, она до последнего будет сопротивляться, до последнего будет гадить, до последнего будет, значит, эти самые... Как вот мне рассказывала одна наша, скажем так, знакомая, которая приезжала, она, значит, попыталась свое мероприятие в Омске провести в свое время. Но это было там сколько-то лет назад. А там как раз только этого Хиневича закрыли. Так на нее накатали сразу же этих самых жалоб, к ней пришли в первый же день пожарники, ФСБ пришло, значит, МЧС пришел, еще кто-то пришел, и все, значит, проверять ее стали. Ну, ничего удивительного. То есть надо понимать, каково состояние среды, и тут как раз вот она, еще раз. Вот он, Екат, во всей своей красе.